ВСУ контратаковали возле Авдеевки, противоречивые заявления Маска и перемирие в секторе Газа. Обо всем этом расскажу в сегодняшнем выпуске. В эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. За месяц штурма Авдеевки оккупанты потеряли около 10 тысяч человек личного состава. В основном это живые, мясные штурмы, так называемые, малыми группами, которые они сейчас и проводят. ВСУ продолжают перебрасывать военную технику на левый берег Херсонщины. Все больше и больше можно там в многих таких каналах заметить такие подобные сообщения, что вот, смотрите, они там уже бронетехнику перебрасывают. Хамас использует машины скорой помощи для проведения террористических операций. Брат, у меня есть машины скорой помощи. Я могу отправиться куда угодно на скорой. Есть машина скорой помощи, если ты скажешь, тебя на ней заберут и довезут до входа в твой дом. Добрый вечер, дорогие зрители! Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Ваши комментарии дают нам мотивацию работать и доносить людям правду. Перейдем к новостям. Эффективная борьба с коррупцией в Малайзии. Суд впервые приговорил политика к 2 ударам тростью за отмывание 50 тысяч долларов. Удар тростью причиняет довольно сильную боль. Как правило, при порке тростью наносят мало ударов и делают большие паузы между ними. Чаще всего преступников секут по ягодицам, коленям и икрам ног. Следствие полагает, что экс-министр молодежи и спорта подстрекал к незаконному присвоению денег своего коллегу, которому доверили 212 тысяч долларов из бюджета страны. Помимо ударов тростью, министр 7 лет проведет в тюрьме и выплатит штраф в 2 миллиона долларов. 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Рязанской области. Телеграм-канал Шот пишет, что перед сходом был слышен взрыв. Повреждения также получило дорожное полотно. Сообщается, что 7 вагонов упали на бок, а машинист получил незначительные травмы. ВСУ контратаковали, а также отбили захваченные позиции возле Авдеевки, сообщает Институт изучения войны. По словам полковника ВСУ, важнейшей целью для войск РФ является Авдеевский коксохимический завод. В случае его захвата Россия создаст оборонительные позиции в промышленной зоне. Российский милблогер заявил, что российские силы пытаются не только создать котел вокруг Авдеевки, но и лишить украинские силы возможности удерживать позиции в тылах на Авдеевском направлении. Украинский генеральный штаб сообщил, что украинские войска отразили нападение российских войск к востоку и юго-востоку от Новокалиново, 7 километров к северу от Авдеевки, вблизи Степового, Авдеевки, Северного и Первомайского. Как сообщил Валерий Залужный, за месяц штурма Авдеевки оккупанты потеряли около 10 тысяч человек личного состава. За это время ВСУ уничтожили более 100 танков, 250 бронемашин, а также 7 самолетов Су-25. В основном это живые, мясные штурмы, так называемые, малыми группами, которые они сейчас и проводят. Задача на живца называется. Запускают отделение или там взвод 10-30 человек. И дальше по ним, когда начинает работать наша артиллерия, россияне пытаются вычислить точки выхода снарядов, расположение наших батарей и накрыть ее в контрбатарейной борьбе. ВСУ продолжают перебрасывать военную технику на левый берег Херсонщины, а также проводят там наступательные действия в 3 районах. Все больше и больше можно там в многих таких каналах заметить такие подобные сообщения, что вот, смотрите, они там уже бронетехнику перебрасывают. Типа, надо срочно что-то делать, а то вот будет нехорошо сейчас, типа. Вот, но пока там какого-то особого прям развития такого не было, то есть бои продолжаются, те же самые населенные пункты, Пойма, Песчаная, Крынки, вот, но особо изменения линии фронта на левом берегу не было. То есть вот как были некоторые позиционные бои, так и в принципе они и остались. В Генштабе Украины по-прежнему не комментируют эту информацию, но пишут, что продолжают наносить удары по тылам врага. А по данным АСВ, Россия запаниковала и тоже начала перебрасывать свои резервы на левый берег Херсонщины. К прекращению огня в секторе Газа призвал президент Франции Макрон. Он подчеркнул, что Израиль имеет право себя защищать, но также сказал, что Израиль должен соблюдать международные правила войны. Макрон надеется, что к его призыву присоединятся и другие мировые лидеры. Мы разделяем боль и разделяем готовность избавиться от терроризма. Мы знаем, что означает терроризм во Франции.
Но я думаю, что нет оправдания нападениям на мирных жителей. В свою очередь, администрация США продолжает отрицать возможность прекращения огня, поддерживая план Цахал. При этом американские чиновники в последние дни работали над увеличением помощи для Газы и выступают за гуманитарные паузы. Госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу заявил, что Израилю необходимо делать больше, чтобы минимизировать вред гражданскому населению. Число погибших мирных жителей в результате израильских ударов по сектору Газа составляет почти 11 тысяч человек. Однако важно понимать, что эту информацию предоставляет Министерство здравоохранения Газы, которое подконтрольно террористам Хамас. Война идет второй месяц, и число погибших среди мирного населения становится все больше и больше. Это ошеломляющая цифра, и не в последнюю очередь из-за того, что почти половина этих гражданских лиц на самом деле дети. И картины, которые мы видим, ужасающие. Мир возмущен, и это оказывает давление на Нетаньяху. Хамас использует машины скорой помощи для проведения террористических операций. Такое заявление сделали в Цахал. Обнародована аудиозапись перехваченного звонка, где житель Газы спрашивает у члена Хамас, прислать ли ему скорую помощь, на что боевик отвечает, что у него таких машин много, и он может уехать на любой. Брат, у меня есть машины скорой помощи. Я могу отправиться куда угодно на скорой. Есть машина скорой помощи, если ты скажешь, тебя на ней заберут и довезут до входа в твой дом. Скорая есть. Если ты захочешь поехать туда и вернуться, могу подъехать на любой скорой. Зеленский должен пойти на переговоры с Россией и перестать уничтожать в окопах украинскую молодежь. Такое заявление сделал Илон Маск. Бизнесмен также заявил, что нужно сочувствовать и российской молодежи. По его словам, они не просились в окопы, но должны быть там. Это гибель множества людей за практически полное отсутствие изменений на земле. И это потеря цветка украинской и русской молодежи. Мы должны сочувствовать как русским, так и украинским парням, потому что русские парни не просили быть на линии фронта, они должны там быть. Много сыновей не вернулись к своим родителям, вы знаете, и я думаю, что большинство из них на самом деле не испытывают ненависти к другой стороне. Это что-то вроде того, что появилось во время Первой мировой войны, когда молодые парни, не знающие друг друга, убивали друг друга от имени стариков, которые знают друг друга. Владимир Зеленский сказал, что он не заинтересован, или говорил в прошлом, что он не заинтересован в том, чтобы говорить с Путиным напрямую. Он должен сесть за стол переговоров между лидерами и договориться о мире. Ранее бизнесмен уже делал противоречивые заявления. Также CNN обвиняли Маска в срыве атаки морских дронов на Крым. Сначала у Маска спрашивали, он говорил, что он с Путиным во время войны не общался. А потом всплыла история из журнала «Нью-Йоркер», который провел расследование, выяснил, что Маск дважды звонил Путину во время войны. И как раз обсуждал с ним вот это вот, как надо воду в Крым поставлять, какие территории отдать, и кто победил в Украине на выборах 2012 года. Вот. И как мне сегодня сказали, что, оказывается, по американскому законодательству это запрещено. То есть ты не имеешь права, как частное лицо, связываться с главой другого государства без разрешения Госдепа. Понимаете? Когда это действующий президент или там, глава государства. Ну вот, вроде бы такое, не знаю. А он публично врал, что этого не было, а на самом деле было. Ровно год назад, 11 ноября, украинские защитники вошли в Херсон, который находился под оккупацией с самого начала полномасштабной войны. Освобождение Херсона имело важное значение для Украины. ВСУ вернули под контроль единственный потерянный областной центр. Сьогодні перша річниця звільнення Херсона від російської окупації. Місто-герой, місто-символ, місто-надія, місто наших людей, які не підкорились ворожій силі і надихали своїм спротивом усіх нас та весь світ.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в информационной повестке, а также подписываться на нас в других социальных сетях, Telegram, Twitter или же TikTok. До встречи в следующих выпусках.